Добрый день, уважаемые любители и пользователи автомобилей Citroën C4, да и вообще всех Citroёnов. Сегодня такое коротенькое видео. Я вам хочу рассказать о одной проблеме, решению которой я потратил, наверное, битый час, но разобрался. И проблема, с одной стороны, очень простая, но может доставить вам много неприятностей и лишних вопросов, тем более, если вы оказались на трассе и вам необходимо заменить пробитое или спустившее колесо. Собственно, в чем проблема? На нашем Citroёn C4 установлены вот такие вот диски. Очень красивые. С ними мы его покупали. Предыдущий владелец установил их на машину. Смотрятся они очень красиво. Каждый диск крепится вот такой вот алюминиевой проставкой. То есть колесная база автомобиля несколько расширилась. Ну, здесь можно много говорить, плохо это или хорошо. Во всяком случае, я уверен, что чем шире колесная база, тем все-таки чуть лучше управляемость автомобиля. К проставке диск крепится вот таким вот болтом. И я был уверен, что болты абсолютно стандартные по длине, и все будет хорошо. Однако, вот сейчас смотрите. Так как на нашем автомобиле, вы уже знаете, очень сложно найти нормальные запасные колеса, мы купили вот на разборке вот такой вот диск от какого-то Peugeot. Диск вместе с покрышкой, собственно, вот такая вот у нас запаска. И когда я сегодня одел запаску, чтобы поехать в шиномонтажку поменять и починить вот это вот спустившее колесо, я обнаружил вот такую интересную историю. Слушайте. Ну, первое, о чем я подумал, что, наверное, по какой-то причине тормозной диск пошел восьмеркой, и пыльник тормозного диска задней стороны сам тормозной диск бьет. Но, сняв колесо и начав крутить диск, я понял, что никаких посторонних звуков нет. Камня между пыльником и диском тоже нет. Но при одетом колесе слышится вот этот странный стук. Я потратил просто уйму и кучу времени. Я уже был готов снимать тормозной диск, разбирать ступицу и смотреть, в чем проблема. И выяснилось, что оказывается просто длина вот этого болта, которым крепится диск к ступице, оказалась просто избыточная. Он проходил через ступицу, упирался в пыльник, и поэтому он его бил. Ну и, судя по всему, пыльник там не совсем правильной формы, он неравномерный снизу и сверху. Может быть, снизу он чуть погнулся, но руками его выправить достаточно сложно. Поэтому, собственно, вот такая вот проблема, и решается она очень легко. Я в ближайшее время буду покупать, наверное, куплю на всякий случай несколько комплектов новых, более коротких болтов для дисков. Ну а пока поеду в шиномонтажку, установив ту самую проставку. Всем удачи на дорогах и пока!